Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас мотивация на уборку кухни. Добралась до своей кухни. Сначала разберем посуду с сушки, чтобы она нам не мешала в процессе уборки. В принципе, как и всегда. И пойдем с вами мыть посуду. Посуды не так много, но и не мало. С вечера я ее не помыла. Ничего практически вообще не успеваю. У меня Ксюха просыпается в 5 утра и все внимание требует для себя. И я вообще практически ничего не успеваю, даже снимать ролики, если честно. Но я надеюсь, что скоро это все у нас сойдет на нет, наладится и будет все хорошо. Далее мы с вами помыли посуду, и я решила прибраться вот в этом шкафу, разобрать там вещи, протереть полочки, потому что что-то немножко я там забардачила немножко. Протираем полочку и складываем все аккуратненько. Раньше у меня столько много было емкостей, раньше тарелок, блюд под салаты и так далее. Я, в общем, от большей части избавилась. И тем более у нас появился буфет, и всю посуду, которой я редко пользуюсь, да, я из этого шкафа разгрузила именно в буфет, и много места стало, это очень удобно. Здесь мы храним хлеб, но в жаркую погоду мы, конечно, стараемся его убирать в холодильник, потому что он быстро портится. Но вот потом я его переложу, здесь он еще в шкафу у нас. И тоже перейдем на вторую верхнюю полочку. Там у меня открытые крупы стоят, потому что если вниз, там где у меня лежат припасы, класть открытые крупы, то они, конечно, все окажутся на полу, потому что Ксюха их все растрясет. И здесь я еще поставила миксер, блендер свой. Раньше я его убирала в буфет, но поняла, что если я им активно пользуюсь, зачем я его буду далеко убирать, когда можно его держать всегда под рукой. И вот такой результат у нас получился. Далее сразу у нас тут жирные пятнышки есть. Я металлической губочкой мягонькой такой прохожусь по стенкам. Она хорошо отходит. Даже не нужно никакие средства использовать. Очень удобно. Сразу тоже протрем плиту. Плита у меня практически не грязная, остаточки еды какие-то. Просто пройдемся тряпочкой. У меня вот мама тоже с детства, вот я смотрю, как она постоянно мыла плиту, и сейчас постоянно говорит, я не люблю, когда плита грязная, вообще терпеть не могу. И вот у меня тоже постоянно, я не могу, когда у меня плита грязная, мне нужно, чтобы она была всегда в хорошем состоянии. Здесь у меня есть такая маленькая узенькая полочка, и я ее приспособила под мешки для мусора и для фольги, пакетов для запекания, потому что Ксюха этим всем начала играть. И получается, что она все это разматывает. Я убрала подальше, достала вот такой стаканчик и сложила туда все вот так вот вертикально. Сверху у меня всегда стоит бутылочки масла запасные. Надо купить. Здесь вот остатки масла я доливаю. Еще осталось, но уберу в шкаф. Собираю вот эти поддончики. Их тоже нужно помыть. Они уже все в масле. Моем просто обычным средством для мытья посуды и металлической губочкой. Тоже хорошо все отходит. Без ядовитых средств. Убираем здесь, вот я расхламила, в шкафу прибирала какие-то чипсы,
Здесь вот резиночку убираю, она отходит немножко, я вот ее убрала, чтобы не торчала. И также подносик помоем от сахара и кофе, там оно стоит обычно. Сполоснем. Далее пойду вытирать с сушки посуду для того, чтобы освободить поверхности и помыть столешницу и стенку вот эту, вдоль которой столешница. И вот я себя настроила с мыслью, что я уже уберу феном наклейки, которые на шкафу. Ну вот у меня в этот раз руки не дошли, мне Ксюха толком ничего не давала делать. Это на видео кажется, что вот стоит, прибирается, времени много, никто не дергает, но вы бы видели, сколько нервов было потрачено, чтобы я прибралась на кухне. Так что я надеюсь, что будет такой денек, когда я сосредоточенно пойду и отдеру эти наклейки. Сами они очень туго приклеены, я думаю, что надо нагревать феном, чтобы их отлепить. Так что мы с вами, надеюсь, скоро отлепим их. Мне уже много кто писал по этому поводу, так что, надеюсь, я соберусь с мыслями. Освобождаем поверхности, протираем все там, где есть какие-то пятнышки, возможно, жирные или еще что-то. Проходимся металлической губочкой. Она не жесткая, она такая мягонькая, так что поверхность она не царапает. Сегодня я еще ходила в магазин Галамарт. Сделала я себе покупки для кухни. В конце ролика я покажу. Кто досмотрит, тот увидит наши обновочки. Ксюха мне тут подкидывает подарочки на столешницу. Все составляем на место. И решила я сполоснуть сушку для приборов. Чем она хороша? Тем, что вода в ней не застаивается. И вот этот поддон черный, он всегда без какой-либо, налета, без какого-либо. Здесь Ксюха играла вот этими вот подставками под горячие. Я их сразу сполоснула, потому что и кошачьи волосы там оказались, и все. Сразу сполосну все, чтобы потом повесить назад. Сразу протираем насухо и весим на вешалочку. И сушку для приборов тоже ставим на место. Еще один ящичек, который я хотела привести в порядок. Здесь у меня стоят кастрюли. Я покупала в Фикс-прайсе вот такие вот подстилочки салфеточки для горячего, по идее, как бы на стол их можно класть. Но я их решила приспособить именно в шкафу, для того, чтобы не было грязи, пыли никакой. Ксюха мне пришла помогать. Я их протерла влажной тряпочкой и составляем все на место. Кастрюли у меня, мы всеми ими пользуемся. Они все у нас в обиходе, особенно и большие, и маленькие. Больших мы, допустим, варим. И холодец бывает. В общем, они все в обиходе. В том году мне Сережа подарил новый комплект. Он очень в активном использовании. Приводим подоконник в порядок. Я решила поменять местами микроволновку с кошачьим поддоном, для того, чтобы Мотя был на той стороне, где микроволновка. Берем у нас вот такие вот одноразовые полотенчики, тряпочки есть, протираем подоконник от Мотиных огрызков, разбрасывает, как будто у него зубов нет, все выпадает изо рта. Передвигаем микроволновку, переключаю ее, потому что шнур не дотягивается, и протираем также снова подоконник. Помыла Мотин поднос и составляем все на место. И Моте нравится на солнышке сидеть. Вот он будет сидеть в окно, смотреть и кушать. Любитель в окно посмотреть. Пришел сразу на проверку. Так, что за перестановка без моего ведома, не понял. Сразу в раковине наводим порядок, замачиваем тряпочку, как обычно, в средстве, для того, чтобы она отмокла.
И заодно помоем раковину. Раковину я мою, как обычно, универсальным средством из Fix Price. Замачиваю ее и губочкой протираю. Так как я эту губочку выброшу в мусорку, я всегда перед тем, как ее выкинуть, я мою раковину ей. Все хорошенько протираем, споласкиваем, меняем губочку. И раковина у нас в порядке. Далее решила протереть нижние фасады, так как Ксюха постоянно их ручками трогает и остаются большие-большие разводы. Ну, как видите, она сразу пришла и давай щупать все. Ну, это маленькие детки, их можно понять, им все интересно. Духовку заодно тоже протрем с внешней стороны. Верхние фасады более-менее в хорошем состоянии, я их протирать пока не буду. Пылесосим поверхность пола. Пол я мыла перед этим днем, так что я думаю, что я просто его пропылесошу. Тем более Ксюха мне не дает толком ничего делать. Я так вся изнервничалась, психовалась, вы бы знали. Ксюхе мы купили вот такой вот стол со стульчиком. Стульчик мы взяли из коридора, а в коридор купили новый. И заменили, получается, столик для кормления вот на такой стол. Показываю вам результат, какая кухня стала, чистенькая, опрятненькая. И сейчас я вам уже буду показывать свои новые обновки, что я прикупила для кухни в магазине Галамарт. Оставайтесь со мной, я еще с вами не прощаюсь. Немножко хочу вам показать. Купила я, сходила в Галамарт, вот такую вот подставку для ножей. Я решила вот эту массивную подставку, она уже вся раздутая от воды, заменить на вот такую вот маленькую, компактную. Я хотела купить под цвет кухни, но я думаю, что фиолетовый тоже неплохо. Все прекрасно уместилось. И мне очень нравится. Стало очень компактно в уголочке в этом. Ничего не мешает. И сразу я купила держатель, новую вешалку, но она чуть меньше, чем вот эта. И не такая, как бы, не с цветочками, а просто металлическая. Здесь я пытаюсь оторвать, но здесь двухсторонний скотч родной от этой вешалки. Он прям намертво прилип за 3 года. И поэтому пришлось даже Сережу просить для того, чтобы он мне ее оторвал. И там остались остатки двухстороннего скотча. Я его сначала убирала руками, потом поняла, что руками не канает. Я взяла фен потом и убирала феном. Феном он более-менее отошло. И потом просто тряпочкой, металлической губочкой я протерла все это хорошенько, и уже не осталось ни следа. И прикручиваем хорошенько на шурупики-болтики. Правда, за счет того, что она короче, у нас получилось, что отверстие одно осталось. Надо как-то будет решить этот вопрос, чем закрасить, чтобы оно не видно было, эту дырочку. Ну что, вот такой вот у нас результат получился. Вот такие обновки у нас на кухне. Надеюсь, что я вас мотивировала на уборку на кухне. Сейчас хорошая погода, солнышко, лето. Так что давайте вместе прибираться, убираться и наводить порядок. А на этом я буду с вами прощаться. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока!